Это я приехала в Лагуну-Бич на центральный пляж. Мне еще задавали вопросы. Один из посетителей на моем канале на YouTube сказал, что он будет смотреть мои видео только после того, как я расскажу про разгрузку судов, потом про очередь на машины в США и про то, что здесь мебель, которая made in USA, надо ждать по полгода. Что касается разгрузки судов, это не мой профиль, поэтому никак комментировать не буду. Если кому надо, Google в помощь по поводу очередей на машину, но это бред сивой кобылы. Обе моих нынешних машины мы брали без очередей. И BMW X7, и Mercedes S550. Никакой очереди нету. Понятно, что если ты заказываешь машину, у которой есть какие-то такие опции, которых нет у машин, которые сейчас есть в салоне, то тогда да, тебе машину под заказ будут делать там в Германии или Японии, в зависимости от модели. И тебе придется ждать несколько месяцев, пока ее сделают, и она поступит на склад. Это и в России так, и в любой стране так. Например, Lexus RX, который я брала в 2012 году в России, я ждала июня. В июне была презентация новой модели, и я ждала его целых 2 месяца. Вот. То есть я не знаю, о каких очередях идет речь. С машинами здесь точно проблем нет, и тем более с очередями на них. Что касается мебели Made in USA, я тоже не знаю. Ту мебель, которую я покупала в детскую комнату, она вся Made in China. Поэтому тоже не знаю, что там насчет мебели сделанной Made in USA. Остальная вся продукция или детские товары, которые Made in USA, они есть все в свободном доступе в Таргете, в Walmart. Здесь очень много чего. Производится в США на несколько триллионов долларов каждый год. Что касается различной продукции, то мясо, рыба, овощи, фрукты, все местное, памперсы местные, бытовая химия и все прочая продукция местная. Поэтому говорить о том, что здесь какая-то проблема купить что-то made in USA, это ложь. Здесь даже детские кресла шикарные производят именно made in USA, а не made in China. Поэтому я не понимаю смысл такой провокации. Что-то там полицейский что-то кому-то объявляет. Наверное, просят остановиться. Вот. Поэтому, смотрю, полицейский, наверное, машину просит остановиться, да? Судя по всему. Жалко, не увидели процесс остановки. Ну ладно. В следующий раз как-нибудь покажу. Вот. Так что люди немножко со странностями, со странными вопросами. Кстати, очень часто меня просят показать бездомных. Мы, когда не приехали на пляж, в принципе, я видела людей, похожих на бездомных. Сейчас вам покажу. Вообще на все США 580 тысяч бездомных. Они как пишут, что 30 миллионов, это чушь собачья. 580 тысяч – это исключительно их выбор. Я уже вам про это говорила, что любой человек, который будет работать даже на самой низкооплачиваемой работе, он может оплатить жилье. То есть с этим проблем здесь нет. Абсолютно. Даже в Калифорнии. А уж если брать другие штаты, там можно снять приличную квартиру и долларов за 500. Это вот детская площадка. Вот такая красивая. О, невесту заодно снимем. Кстати, меня там уверяли, что здесь все жирные американцы. Ну, полюбуйтесь.
на жирных американцев, жирных невест. А то вытащили с Гугла фотографию полной женщины и уверяют меня, что здесь все-таки, ну просто обратите внимание, да? Вот я гуляю, я как-то выборочно никого не снимаю. Намного ли жирнее эти люди? Вот иду в сторону бездомного. Вот, смотрите, вещи очень похожи на вещи какого-то бездомного. Отвлечемся немного от бездомных. Что я хочу сказать? Нет, я не смотрю ролики ни Алекса Брежнева, ни Сани во Флориде, но поскольку мне без конца про них говорят, я ради интереса зашла, там мельком прокрутила там пару минут у Алекса, пару минут у Сани, там все понятно, и зашла в комментарии. Поскольку у меня есть канал на YouTube, думаю, надо отметиться, подписчиков у них много. Может быть, кто-то из них подпишется, но потом я поняла, что те люди, которые на них подписаны, они совершенно не готовы к тому контенту, который показываю я. То есть это как раз именно тот тип российских нищебродов, которые считают, что они такие прям олигархи, которые ездят на общественном транспорте, а в США уезжают одни лузеры, которые исключительно моют полы. Да? То есть то, что они там работают где-нибудь в каком-нибудь НИИ там, за 10-15 тысяч, круто, потому что они там свои, у них все хорошо. А то, что вот мы уехали, да, и развиваемся дальше по своей специальности, мы были недовольны теми возможностями, которые предоставляет Россия, мы лохи, лузеры, там, да, и понятно, что таким людям будет совершенно неинтересен контент на моем канале, потому что я показываю, как люди живут хорошо в Америке, потому что в моем окружении нет людей, которые живут плохо. И в принципе и в России, в моем окружении тоже таких людей не было. То есть, в принципе, жила хорошо и в России, живу хорошо и в США, но кому-то что-то доказывать и объяснять бесполезно. Поэтому еще раз повторюсь, я не сижу на каналах этих двух деятелей, отметилась пару раз, получила кучу негатива в свой адрес, и таким образом я на них подписана, но, естественно, их ролики не смотрю. Мне это не интересно, мне даже было интереснее, что Алекс приехал в Одессу и показал Одессу. Там пляж мельком посмотрела, где он написал, что американцы обзавидуются тому пляжу, который есть в Одессе. Ну ничего, скоро я поеду на пляж в США, покажу, сниму и скажу оттуда привет Алексу Брежневу. Ну посмотрим, кто кому должен завидовать. Ну просто даже смешно, знаете, такому сравнению пляжа в Одессе и пляжа в США. Вот, посмотрите, слева от меня. Вот очень люди похожи на бездомных, учитывая по количеству вещей. А, вот, смотрите, этот полицейский остановил машину. Видите? Вот, смотрите, бездомные. Так они выглядят. Как правило, они не пьют. Бездомные здесь точно так же могут претендовать на все пособия, как и малоимущие. Им помогают, предлагают помощь в жилье и прочем. Но они сами выбирают себе такую судьбу. Вот машину остановили по какой-то причине. Собачка. Смотрите, никто никого не расстреливает. Видимо, пробивает какие-то моменты. Все чинно, цивильно, никто никого не боится.
наручники не надевает. Ну, возможно, кто-то что-то нарушил. Это вот центр Лагуны Бич. Мы туда сегодня сходим. Вот что-то стоит, пробивает. Номер у машины новый. У него license plate, походу, закончился в августе 2021 года. Машина новая, возможно, из-за этого остановили. Ой, посмотрите, какой закат бесподобный. Вот вам бездомные на фоне заката. Вот. Food stamps у бездомных около $400 на человека в месяц. То есть эти деньги поступают на карту. На $400 ты можешь покупать еду в любом супермаркете. Вот. Им предлагается социальное жилье, но там они жить тоже не хотят. Вот фотосессия невесты продолжается. Посмотрите, какая красота. Это вот Лагуна Бич сверху. Кстати, здесь одни из самых сильных школ в Калифорнии. У всех рейтинг 10. Здесь 2 начальных школы с рейтингом 10, средняя школа с рейтингом 10 и high school тоже с рейтингом 10. Население в этом городке на 98% состоит из белых, 1% мексиканцы и 1% там азиаты, афроамериканцы. То есть здесь преимущественно белое население, поэтому и в школах здесь учатся исключительно белые дети. Ну, может, там 0 какой-то 1%. Это представители разных рас, там по одному ребенку в редких классах. Это мы летим в сторону острова Птиц, он там слева. Тут излюбленное место для фотосессий. Ну, невесте, конечно. Нет, вон там что-то белое. Не, это полотенце. Невесте, конечно, сюда сложно пройти. Красиво, правда? На этом все. Я свое видео закончу таким красивым закатом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Yo hasta por aquí la